Ah, sir. Tabasit, sir. Kaya mo guys ka? Ano, sabi, kasi mo guide dali. It's Okay, sir, Cinco the ron. entrance, sir, is 150. Cinco And the bitaw. guide fee is Sakay na 300. lang sila So, the total is 450. Araw magdungan mo. 2022. Sakay na lang. 26. Igwa ka win. Masuk ka na. Di ba, sir? Taga sa. Iparehar na dari ha. Ay kan iparehar dari. Dadanan ako. Derek, yung mga guide. Derek, yung guide dali, 600 ha. Не знаю, пешеходный тур, не пешеходный тур. Сейчас будем разбираться. Yung follow na guard siya. Ага. Entrance is near. From entrance and top to hike to the go to the top Угу. 2 hours. Окей. However, because English is a little bit understand. Yeah. Me too. Thank you. From the top and wait to foreigner. Мгм. I go to the top. Мгм. Kasaw, mabigay ka mo, kumitapad no. Di matanong kay Dek, Hey. Group for 3 people. Oh, 3 people. How about water, sir? How about water? Yes. Are you water? Yes. 2 liters. Yes. 4. Okay. Мы еще толком даже еще не поднимались. Что там наверху будет? Со мной тут группа немцев. Точнее, вон там, сзади. Вот, и будем мы, короче, везде с ними стоять, походу. Прошло уже больше часа. Становится скучновато. Мероприятие запланировано на, по-моему, на 2 часа. Блин. Я до сюда пока доехал, уже 8:30 было. Пока то, пока сё. 9, 11. Потом у меня 3 или 4 пещеры и водопады еще. Я буду дома только поздно вечером. Но еще до дома ехать 1,5 часа. Надо было выезжать раньше. Это путь, в общем, обратно будет. Здесь мы сейчас собираемся и потом обратно по вот этому пути вниз. На вид не очень. Большой, долгий. В теории можно было, наверное, бы все это за, не знаю, наверное, за час 10, час 20 интенсивного пути. Вон путь четко обслеживается. Затем там, наверх и потом по холмам вниз. Угу. С облаками повезло. Довольно облачно местами. Солнце еще пока не жарит, но все равно будет классический стандартный 30 градусов. Дайте премию этому гению, который поставил сюда унитаз. Надо же, затащили. Затащили сюда. Вроде на первый взгляд несложно, но вот эта дорожка будет веселой. Она такая градусов, наверное, по 30. Плюс, наверное, если там еще навалит воды,
то прикольно здесь будет, короче. Я вот иду, и иногда слышу сзади, как они с гидом общаются, что типа там ему 45 лет, он вот с женой в этот поход пошел, до сюда не добирались, по-моему, 1,5 или 2 часа. Ну вот, то есть примерно как и я. Saan kayo? Где-то дрон летает. Вот управляет дроном. Kanino ka? Типуля. А, вот он дрон, вижу. Вот дрон и снимает лилипутиков. Вот там вы можете видеть Мабини, то, что мы посещали. Вон то озеро. И вот там посередине находится вон та фигня с вывеской, на которой фоткались все ребята. Я укажу, в каком это видео было. Обязательно посмотрите, очень красивый вид на озеро. Ну и хорошо, что я потом после него, кстати, я собирался сюда, на Алишие холмы, но уже было 4 часа вечера. Если бы я сюда пришел, здесь было бы уже закрыто, потому что плюс 2 часа и все, здесь темно. А мне еще оттуда надо было доехать, то есть было 4 часа вечера, я бы доехал до сюда. Это заняло у меня бы еще, наверное, 30 минут, может быть 35, потому что там объезд через главную дорогу, он проходит аж там. И потом там же заезд на эти холмы. Здесь нету прямого сообщения. Хотя, если посмотреть вот между холмами видны тропинки. Возможно, можно где-то там было припарковаться. Но это искать надо. У меня не было столько времени. Настало время спуска, и виды здесь просто шикарные. Особенно, когда тень падает от облаков на холмы. По этому пути мы поднимались наверх. Кстати, людей или нет, или... Кстати, когда мы начинали, очень много людей уже спускалось вниз. Они очень любят до того, как солнце поднялось слишком высоко и стало слишком жарко. Здесь есть еще некоторые пути. Я открывал приложение, смотрел как раз по поводу разных дорожек. Но они слишком сильно далеко не идут. То есть, по большей части здесь только одна закольцованная дорога, которая ведет на старт. Вот там мы находились. Там было самое сложное. Вот это был самый сложный путь. Спуск вообще классный. Но именно спуск. Если бы мы здесь поднимались, это, возможно, было бы, кстати, даже сложнее, потому что тут дорога длиннее, дольше, чем здесь подниматься. Да начнутся поиски вот этих двух мест. А я нахожусь на дороге, и идти туда вообще хрен пойми как.
Сейчас будем рожать. Здесь есть какие-то тропинки, но до них тоже надо дошлепать. Примерно вот в этой области, что ли, находится. Вон ту белую скалу с деревьями, видите, наверху? Вот, скорее всего, она нам нужна. Охереть до нее идти, конечно. Вот, и воды у меня пол-литра всего лишь. Очень надеюсь, что хватит. Медленно и уверенно я подбираюсь к ней. Разными тропинками. Они иногда тут плутают, блуждают, но в целом ведут туда, куда надо. А это самое главное. Путь не близкий. Я думаю... Нет, думать вредно. Думать вредно. Когда дойду, тогда уже и скажу, сколько это заняло по времени. Сейчас иду уже 20 минут. Примерно. Да, временами тропинки еле заметные, но они есть. А это самое главное. Вот в таком виде они имеются. Вообще дикие места. Я думал, что сегодня я буду только по цивилизации ходить. А оказывается, вон оно что. Это место еще нужно найти. С какой-то стороны мне это нравится. А с какой-то стороны... Это много сил отнимает. Тем более после похода еще на гору. Что я вам говорил? Я ее найду. Очень много тропинок в лес. Очень много. Но они плюс-минус все ведут в одно место. Сюда. Перила и каменные ступени. Это знак, как минимум. Давайте следовать. Вот сколько я уже забираюсь, а здесь комната отдыха с унитазом. Круто, да? Ну это гениально. На такую высоту прихерачить унитаз. Мое почтение. Вот это вид. Вам из-за кустов, возможно, видно не будет. Сейчас мы выше заберемся. Холмы Алише, вон там Абини. Там Анда должна быть. Фу. Хорошие виды, хорошие. Забираться, правда, сюда. Упороться можно. Осталось только пещеру найти. Я нашел высочайшую точку. Но у меня такое ощущение, как будто я все еще не на скале почему-то. Почему у меня такое ощущение? Потому что она была очень высоко. Но отсюда я ее не вижу. То есть она, скорее всего, под нами. Или мы на ней. Очень странное ощущение. Там был еще один путь ниже. Давайте исследуем его. Я все еще не могу найти эту пещеру. Сейчас посмотрю, где я рядом с меткой тусуюсь. Пошел по той дороге и вышел немножечко на цивилизацию. Правда, здесь вот на филиппинском что-то написано.
Опа, что это такое? Печка. Похоже на печь. Прикольно. Пещера, судя по метке, где-то вот там внизу. Я уже даже не знаю, куда я иду. Даже не надеюсь на нее выйти. Но все равно продолжаю. Пока вода есть, останавливаться нельзя. Может быть, она все-таки меня приведет к ней. Этих дорог нет на картах. На гугле сверху вообще ничего не видно. Я, ребята, сдаюсь. Я не нашел путь к пещере. Я где-то, наверное, часа 2 тут хожу. Времени не могу сейчас посмотреть. Там дальше вот такие вот кусты уже. А вот этот лес... Короче, как все было. Я просто нашел спуск. Я нашел спуск, где можно плюс-минус адекватно спуститься. Спустился. И пошел в сторону метки. Но знаете, метка не всегда означает, что именно на этой метке стоит нужная вам активность. До нее еще примерно много идти. Если вот так вот продираться сквозь вот эти заросли, то может быть минут 15. Но у меня уже нет сил. Вода на исходе. Осталось на один раз глотнуть. А надо еще в сторону байка идти. Это еще где-то, наверное. Ну, часик займет. Пещеру ищите сами. Я не справился. Пацан к успеху шел. Не получилось, не фартанул. Вот такие мои дорожные ориентиры на спуск. В прошлый раз я пошел туда влево. Сейчас я вернулся вот оттуда справа. Здесь вроде бы быстрее и более такая прямая дорога. Там надо будет поплутать. Вот. А здесь, как видите, все перепорошено листьями. Мне еще что-то ухо левое заложило сильно. Ох, не знаю от чего. И не проходит. Фух. Ну, отсюда примерно половина пути осталось пройти. Потом я для вас метку поставлю, кто захочет исследовать Клиффсайд парк. А если очень смелый, то можете и Бэби Кейв поискать. Пещеру, которую я не нашел. Запаситесь водичкой. Хотя бы литрушечкой. Я свою уже выпил. Буквально недавно остановочку делал на спуске. И вот мы вышли к дороге. Собственно, по этой тропинке вы заходите. Я поставлю метку. Вот она. И она уходит туда. Здесь справа будут участки. Вот, а мы едем дальше. А может быть даже и домой. Сейчас посмотрим, сколько времени. Рисовые террасы. И здесь открывается вид на ресторан. Кстати, туда можно пройти на водопад. Оттуда, точнее. Сейчас покажу немножко другой вид с этой стороны. Здесь практически по кругу одни сплошные рисовые террасы. Качельки. Хорошая облагороженная территория. Но с меню, конечно, у них интересные приколы. Купаться мы не будем. Прыгать мы тоже особо не будем, потому что сейчас уже почти 4 часа вечера. А мне 1:40 еще домой ехать. Поэтому на 20 минут немножко обозреть водопад и двинуть в путь. Как мне сказали, на водопад можно попасть 2 путями. Или здесь через террасы. Но я не знаю, пропустят ли вас бесплатно. Я-то здесь покушал, потому что я не завтракал.
Надо было срочно кушать. Силы, потому что меня покидали. И второй путь. Здесь вокруг есть еще дорога. Сказали идти 200 метров. Вот мы и проверим. Я уже пока кушал, сидел, слышал шум воды, поэтому тут действительно все должно быть близко. Спуск тут, конечно, такой богатырский, хочу я вам сказать. Но им пользуются редко. Сразу видно. Так сказать, будет вам еще одна альтернатива. Кто захочет, может быть, покушать или еще что-то. И потом здесь насладиться природой, спуститься. Но потом вы заколебетесь подниматься. Я чувствую здесь ступенек. Не то что немерено, а прям еще с горкой насыпано. Я давно не видел красивых водопадов. Но этот переплевывает вообще все, что я видел раньше. Do you have already reception up there? Yeah, I visit restaurant. No, in the outpost, like entrance fee. No, there no. Because we have an entrance fee here. 60, Okay, 60. 60 pesos. Okay, you Yeah. or Yeah, me. вот там еще пещера есть. На самом деле там не такая уж и большая пещера. Но вид офигенный. Вот люди кайфуют в природных бассейнах. Иностранцы есть. Вот тарзаночка висит, даже две, даже три. Раз, два, три. А вот куда ведет вот та лестница наверх? Хороший вопрос, потому что я ее не видел там. А, вон мост, смотрите, мост. Находимся в порту Джетафе. И плывем в Кордобу. Да, здесь шумное место я выбрал, конечно. В общем, едем сейчас на Мактан остров. Берем отель якобы на одну ночь, но на самом деле мне надо уже где-то часов в 11, наверное, съезжать, потому что у меня самолет там в 2 с чем-то ночи. Отель, соответственно, я выбираю рядом с аэропортом. Как раз будет время закупить там всякие сувениры, может быть, еще что-то.
так путешествие мое, считайте, окончено. Осталось только доехать, сесть в самолет и улететь. Ну, я вам еще обязательно сниму в Китае обзор 2 VIP-комнат, бизнес-залов. 36 и 39. 36 мы уже посещали, но у меня тоже есть билет туда. И 39 вот 100% мы туда попадем. Все уже, так сказать, оформлено. Я получил недавно на trip.com статус, когда последний номер оформлял, платиновый, по-моему. И у меня открылись возможности для бесплатных бизнес-залов. Надеюсь, я сел в ту лодку, потому что получится немножко конфузная ситуация, потому что, видите, да? Там еще одна лодка слева, и туда тоже пассажиры сейчас садятся. Ну, вроде как, я спросил у охраны, типа, докордовая левая лодка? Они говорят, да, садись, короче. А разница там будет только в такси, в цене в такси. Если я в Сибу приплыву, во-первых, там билет дороже в Сибу плыть. Во-вторых, оттуда еще такси до отеля будет дороже стоить. Поэтому по всем параметрам побеждает именно Кордова. Также хотелось дополнить по отелю. Выбрал отель. Что-то он стоит в районе 1000 или 1100 песо. В доступе было около 5 номеров. Поэтому мы сейчас туда приедем и будем уже, как обычно, на месте решать вопросики. Отель я выбрал, пока ехал в трайсикле до порта. Трайсикл вышел мне в 1500 песо. Это очень дорого. Но это буквально 2 часа, и ты в порту. Можно было потратить гораздо больше времени, гораздо меньше денег. Но я сейчас не экономлю совершенно. У меня еще довольно хорошая сумма осталась. Она отложится на следующую поездку. Я посмотрел, сейчас мне стоит доехать, в принципе, около 250 песо. Около 250 песо доехать. Но рядом здесь с аэропортом с портом морским брать не будем. Здесь вот такая вот длинная дорожка до туда. Сейчас мы вон до туда дойдем. Может быть, Максим закажем, не знаю. Не сказал в итоге. Таксишку на машине приедет. 246 песо. Все удовольствие. Короче, ребята, приехал в отель. Я что-то отзывы почитал, конечно, но мне самому было очень интересно. Я приехал сюда, и оказывается, это секс-отель. Тут можно на 3 часа, на 12 часов снять комнату, что-то там на 24 часа, что-то такое. Короче, я на 12 часов 600 песо это стоит. На 3 часа 250 песо. А теперь мини-обзор комнаты. Вот мы входим, и мы видим сразу зеркало во весь этот, как его. Знаете, такие приспособы прикольные. Вот. Одна розетка, хорошие яркие светильники, кондер. По поводу телевизора я читал отзывы, что нужно там, по-моему, пульт просить. Урна, еще одна тумбочка. Блин, но зеркало во весь этот, как его, это прям круто, ребята. Прям реально круто. Давайте душевую вам покажу. Горячей воды нет, есть по классике ковшик. Вытяжка работает, когда включается свет. Так хорошо, немножко мокренько, но чисто. Ой, смотрите, херачит как в сторону струя, видите? Нет слов. Две регулировки света, одна над нами, другая здесь, а это у нас, по-моему, да, это датчики пожарные. Ну ладно, планы у нас, в принципе, такие. Здесь мы останавливаемся чуть-чуть, идем закупаемся всякими сувенирами, я не знаю, там
конфетками, шоколадками, потом все это дело пакуем. Сейчас надо еще пообедать, потому что я позавтракать-то я позавтракал, но так, не очень плотно. Немножко отдыхаем, и потом уже едем. Заказываем опять такси до аэропорта. До аэропорта ехать, кстати, вообще понты. Смотрите, что нам дали. Это мыло. Это мыло. Мне оно пригодится, сразу положим его в этот. Вот есть такие отели, а пары нет. Ужас. Ужас. Но исправлять я это не буду уже не в этой поездке. Да и не в следующей, наверное. Как бы я больше настроен на что-то серьезное, а не так вот на одну ночь. Никогда не понимал людей, которые вот так вот на одну ночь встречаются. Возможно, один раз попробуешь, и потом уже не хрен остановишь таких людей. Но проверять я так не хочу. Это не по мне. Я тут не блядством приехал заниматься. Это у нас терминал 2. Он находится на мосту на таком небольшом. В прошлый раз я, по-моему, приезжал в него же. Да, мы где-то были вот там, по-моему, под мостом, если я не ошибаюсь. Прикольные у них тут цены. Ну, в duty free, естественно, все в долларах, а потом выходишь сюда, тут уже местные кафешки на этом, как его, на песосах. Вот так вот мы и сидим, ждем посадку. У нас примерно 1 час. Русские по большей части у бара сидят. Здесь он прям посередине. Вот я сам сейчас немножко пивко заказал. За ваше здоровье и за мое очко. Здесь прям оно дорогое. На рубли, если перевести, примерно 850-900 рублей, наверное, будет ценник за пиво. Но пиво хорошее. Мне это очень напоминает Хугарден. Я взял 2 пива. Никогда не пил перед полетом. Закинулся. Может быть, лучше спаться будет. Добро пожаловать в Китай. Тут свежо. Ой, как свежо, я хочу сказать. Тут примерно на 10 градусов меньше, чем на Филиппинах. Я в шортах был еще, в обуви такой. Немножко что-то в ноги-то поддувало. Голос-то немножко так подохрип. Как и обещал, покажу вам сначала 39-й зал, потом 36-й. Good morning. Thank you. Check one just hours, okay? Okay. The gate's not here. Take train. Nothing else to pay. Yeah, but I think my flight is like maybe 11:15. Yeah. Morning time. Use 2 hours? Mhm. Okay. Okay, thank you. Sign, please. Boarding time is here, 12:30. Don't Mhm. forget. Okay. Okay, thank you. Тут же расписание рейса. И еще куда. Давайте посмотрим, что нам предлагают. Фанта. Кола зеро. А это пиво.
И столовый коворкинг. Вот эти штуки какие-то с кукурузой, с каким-то мясом и морковкой. Так вот хочешь состав почитать, и не получается, потому что все на местном. Что тебе надо? Не понимаю я по-вашему нихера. Тиньсао. А для тех, кому интересно, как я на абсолютно деревянной поверхности прикрепил камеру, у меня есть такая штука, которая приклеивается к поверхностям гладким. Здесь имеется магнит. И он может магнитить сам экшн-под. Так и так, ну в 39-й зал мы попадали. В принципе, там ничего интересного, кроме как чуть-чуть покушать и особо не расслабиться. Оп. One person? Okay, G137, down to block, take the train, maybe 20 minutes. Окей. Okay, you can stay here, you board time 12:30 and 12:10 you need to leave here. 10, maybe. Окей. Thank you. Полно людей. Это все на китайском. Десерты. Нихера себе. Нам только тарелки найти. Будет вообще песня. Нормально. Картошка и такой богатырский шмат бекона. May I have your attention? Hey, 207 is now ready for boarding. Passengers on this flight, please take hold of your. Посмотрим, что тут предлагают. Южная Австралия. Каберне китайского розлива. Нет, вино Австралии. Прикольно. 乘坐天河联盟成员中国东方航空公司 N650前往香港的旅客请注意，您乘坐的航班现在 На дегустацию.
как следует покушали. А теперь можно и подняться наверх, отдохнуть. Покажу я вам этот величественный зал. Надеюсь, там будет опять мало людей, как в прошлый раз. Хотя сегодня как будто бы заметно больше. И тут кайф. Массажное кресло, видите? Они платные, интересно. Да, по QR-коду. Блин. Китайцы зафаршмачили мне массажное кресло. Будем сидеть дальше, продолжать играть в игрули. Благо оффлайн режим поддерживает.